Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые ваши вопросы, найти инструменты в помощь вам для того, чтобы изменить что-то в вашей жизни, изменить ваши мысли, изменить ваше внутреннее состояние и, соответственно, улучшить вашу жизнь. Все, как всегда я говорю, в вас. Ваши мысли, ваши эмоции делают все для того, что происходит с вами завтра. Ну и, соответственно, если вам не нравится, что происходит вокруг вас, прежде всего, вы не можете менять ситуацию, вы можете изменить свое отношение к ситуации, а еще раньше надо изменить отношение к себе. Именно любовь к себе, доверие себе, уважение себя, вера в себя. Эти чувства, когда мы действительно им учимся, мы их излучаем. Это наша энергетика. Мы излучаем такую энергетику и, соответственно, притягиваем к себе похожие энергии. А вот мысли, эмоции, отношение к чему-то, это мы, да, можем изменить. Все, конечно же, в наших руках. Сегодня хочу посмотреть для вас, что же может приблизить долгожданную цель, что может приблизить исполнение желаний, что может приблизить именно достижение. Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно же, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Помните, чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной, от высших сил. И, конечно, если бы вы сделали себе вот такую практику, практика улыбки, когда вы просто раз в день в течение пару минут станете перед зеркалом и улыбаетесь, первая реакция это будет смех, и это очень здорово. Вы начинаете смеяться. Некоторые даже начинают корчить рожи в зеркале, и это здорово. И делая это постоянно, вы увидите, как меняется прежде всего ваше внутреннее состояние, как меняется ваше отношение. И неважно, что происходит вокруг вас на сегодняшний день. Вот с этой практикой вы можете улучшить и свое состояние, ну и, соответственно, вашу жизнь. Ну что, давайте посмотрим, что же может приблизить цель. Первое, что хочу сказать, именно ваши действия неторопливые. По этой карте, да, грядут большие перемены, но мы задали определенный вопрос картам. И тут карты говорят о том, что для того, чтобы эти перемены пришли быстрее, для того, чтобы вы могли достичь цели быстро, прежде всего вы должны включить интеллект и не спешить. Не делать вещи на эмоциях. У вас есть все инструменты, имеется в виду ваши мысли, имеется в виду ваши знания, имеется в виду ваш интеллект, для того, чтобы вы могли достичь даже самых невероятных целей. Единственное, что по этой карте, при всем при том, что, насколько я понимаю, очень часто надо принимать решения быстро и надо действовать быстро во многих ситуациях, тут все-таки решения должны приниматься via интеллект.
именно через интеллект, а не через эмоции. Не забывайте, очень часто отдаляет исполнение нашего желания или достижение нашей цели то, что нам надо переделывать. Лучше не торопиться и сделать сразу правильно, чем потом переделывать то, что сделано неправильно. Поверьте, я это знаю, я занималась и шитьем, переделкой вещей, и насколько я помню, как же меня тяготило, когда мне надо было переделывать, именно переделывать. Мне легче было сшить новую вещь, легче, продуктивнее, приятнее. Это ж то же самое, это я привела как пример. Поэтому прежде чем действовать, все-таки надо анализировать и рассматривать разные варианты действий и, исходя из вашего внутреннего состояния, исходя из ваших знаний, принять решение, которое будет, ну, можно сказать, наибольше приближено к 100% правильному. Давайте посмотрим, что же еще. Ну и, конечно, вы знаете, вы по каждому поводу, вы страшно переживаете. Вы вините себя, вы вините других, вы находите виноватых в любой ситуации. И я знаю, это возможно, но вы забываете, что прежде всего все лежит внутри вас, ваше внутреннее состояние. Изменив ваше внутреннее состояние, перестав именно стенать и переживать по любому поводу и поняв, что все-таки, сколько бы вы ни винили все и всех вокруг, все равно решение всего, продвижение всего внутри вас, что вы это должны сделать, и помочь вам приблизить цель может именно переставание, боже, я что-то перепутала слова, у меня английский пошел, и я пытаюсь перевести на русский. Бывает такое, вот как ни странно, когда предсказываю по-английски, у меня лезут русские слова, когда предсказываю по-русски, у меня почему-то лезут английские. Ну да ладно. Так вот, помочь приблизить цель может понимание того, что впереди только лучше, что все худшее осталось позади. Тут действительно по этой карте впереди только повышение, улучшение, но очень важно по этой карте и вообще из того, что я вижу, для приближения цели именно еще и ваша уверенность в том, что вы можете ее достичь. Если нет этой уверенности, если вы подвергаетесь страхам, сомнениям и концентрируетесь на этом, вы не сможете достичь цели. Хотя по всем картам, что я вижу, тут даже нету никого, по крайней мере пока, кто каким-то образом влияет на процесс достижения цели. Делаете все только вы из того, что я вижу здесь. Ну, давайте еще посмотрим. Что же еще? Пока что я вижу только вы. Тут даже помощи ничьей не надо, по крайней мере пока. Сейчас мы посмотрим еще третью карту, что она скажет, что же может приблизить цель, что же сделать для приближения цели. Опять вы. Очиститесь от всего, что вам мешает. Измените свое отношение к ситуациям и к людям. И тогда вы сможете с легкостью достигать ваших целей. Именно очищение от вот то, что я сказала, эта карта просто подтверждает, что я сказала раньше. Я, наверное, повторю, чтобы уже полностью вам
рассказать, о чем говорит этот расклад. Этот расклад полностью говорит о том, что для того, чтобы приблизить цель, прежде всего вы должны очиститься от неуверенности, от того, что вы действительно в каждой ошибке ищете виноватого. Вы всегда находите, на кого скинуть вину. Хотя по мирозданию, по закону притяжения, по вселенским законам, все, что происходит с вами, притягиваете вы сами. И на сегодняшний день, если вы не доверяете мне, вы можете найти огромное количество информации, которая подтвердит то, что я говорю. Поэтому для того, чтобы приблизить цель, избавьтесь от страхов, избавьтесь от неуверенности, избавьтесь от недоверия, избавьтесь от желания сваливать всю вину на кого-то. Потому что по большому счету, даже если есть человек, который в чем-то помешал, притянули этого человека тоже вы. Перестаньте переживать, стенать и нервничать по любому поводу. Старайтесь ко всему подходить более аналитически, а не со спешкой и не с эмоциями. Эмоции никогда еще не помогали, кроме вдохновения, но вдохновение это эмоция другой энергетики. Вот. И вдохновение помогает нам уходить от страхов, от переживаний, от волнений, от именно обвинения кого-то или чего-то. Вдохновение помогает нам найти правильный путь и двигаться по этому пути. Поэтому меньше эмоций, больше анализа, и тогда вы без труда достигнете любой цели.